Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в Unisender, настраивать по ним email рассылку и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые события из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее переходим в раздел «Организация». Теперь интеграции, веб-хуки. На этом этапе вы можете добавить отправку данных по разным событиям. В данном случае мне необходимо отправлять данные на веб-хук при изменении статуса билета. В поле URL вставляем скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Теперь необходимо перейти на сайт и сгенерировать новые тестовые данные, которые отправятся на веб-хук. В данном случае необходимо приобрести новый билет. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Теперь необходимо перейти к настройкам. Далее нам нужна вкладка «Интеграции и API». Теперь нам необходимо кликнуть «Показать API-ключ полностью». Для этого нужно указать пароль от личного кабинета Unisender. Когда API-ключ полностью отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для создания нового контакта в системе Unisender. В эти поля вы можете назначить переменные из TimePad. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Не забываем выбрать список, в который нужно отправлять контакты. После того, как все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender при каждом новом событии из TimePad. Если вас что-то не устраивает,
кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Переходим к списку, в котором мы назначили отправку контактов. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!